У ребенка 7 лет расстройство аутистического спектра. Что делать? Это достаточно большая такая, есть достаточно большая такая теория. Эта теория, она разнообразна. То есть несколько таких теорий, которые касаются спектра аутистического. И в этой теории есть теория аммиачная, то есть считается, что вырабатывается аммиак, там не усваивается аргинин, не расщепляется данный белок, и аргинин необходимо заменять L-орнитином, и использование окситоцина и так далее. Об этом всем я в свое время дал целый вебинар и создал такой вебинар, который вы можете найти в YouTube. Он так и называется «Лечение аутизма Андрей Дуйко», где я рассказываю как раз о данных всех теориях, которыми можно пробовать лечить человека. И там прямо очень со ссылками на исследования и так далее. От себя хочу сказать, да, действительно, существует аммиачная теория. Считается, что у детей, у которых появляется аутизм, есть одинаковые показатели. Это высокое количество аммиака, вырабатываемое организмом, который находится в крови. Такой аммиак, который находится в крови, приводит, первое, к судорожным проявлениям, второе, приводит к появлению аутического спектра и так далее. И даже есть такая теория, и считается, что это приводит к тому, что происходит сжатие сосудов, происходит бесконечная такая вазоконстрикция, спазмирование сосудов, дистоническое такое спазмирование или по дистоническому принципу, что в дальнейшем может приводить к генерализированному приступу эпилептивному. И считается, что выведение аммиака может помочь такому человеку справиться с аутизмом. И почему аммиак накапливается? Считается, что накопление аммиака является следствием неправильной функциональной деятельности печени, и не расщепляется аргинин, аминокислота. И существует такая теория, что можно заменить аргинин на орнитин, и сам процесс появления аммиака будет уменьшен. И предлагается увеличение приема орнитина и триптофана и так далее. То есть это особый препарат, он называется в нашей компании Гепакс. Это препарат, в котором находится аминокислота L-орнитин, и употребление данного препарата в действительности приводит к тому, что улучшается общее самочувствие такого человека, он становится мягче, более, наверное, сосредоточен. И то, о чем я сказал, вот такие спазмы сосудов приводят к тому, что появляется дистонический спектр, судорожная активность. И существует препарат, о нем можно почитать в Википедии, называется окситоцин. Окситоцин — это препарат, который является препаратом, способным при распылении в носоглотку приводить к улучшению работы сосудов. Также формирует у ребенка, который болен аутистическим спектром, приводит к улучшению общего характера, улучшению концентрации. Данный препарат мы продаем, его можно приобрести на нашем сайте tibetan-formula.com, называется окситоцин спрей. И данный препарат окситоцин спрей и Гепакс, и плюс еще препарат Мнемонорм в комплексе могут существенно улучшить самочувствие и состояние такого ребенка. Есть ли доказательства? Как таковых, вот таких исследований с большим количеством добровольцев или детей, которые болеют аутизмом, нами, моей компанией, не проводилось. Мы используем данные препараты, и они не являются медицинскими препаратами, являются биологически активными добавками, но многие люди, которые используют, в дальнейшем пишут очень хорошие письма, хорошие отзывы и благодарят, минимальное это улучшение самочувствия ребенка. Ребенок становится контактным, появляется концентрация, начинает ухаживать сам за собой, появляются первые слова и так далее. Обычно применение данного препарата я рекомендую применять: одна таблетка Мнемонорм 2 раза в день, препарат Гепакс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. И препарат, какой там я еще говорил, Гепакс, Мнемонорм и спрей окситоцин 2 раза в день.
желательно в лежачем положении, то есть ребенок ложится, запрокидывая голову, ему вводится препарат окситоцин в носовую пазуху в виде спрея, и после чего он в таком положении хотя бы 7-10 секунд находится. Таким образом происходит более эффективное усваивание данного препарата и улучшается общее состояние.